Видео на канале не было целый месяц, поэтому сегодня мы без промедлений приступаем к разбору вот такого бита. Начинаем с сэмпла. Есть вот такой вот сэмпл. Вся суть обработок в этой мелодии заключается в этом плагине, потому что без него звучит вот так. И с ним вот так. Дальше добавляется Eternal Return. Дальше добавляется обычный перегруз. Дальше просто на эквалайзере срезается низ, добавляется немного плотности и срезаются самые верха. Дальше идет просто клипер, который придавливает сэмпл в самых громких моментах, потому что из-за вот этого первого плагина он иногда пробивает громкость и звучит сильно громче, чем должен. Поэтому я его прижал обычным клипером. Дальше переходим ко второму элементу нашей мелодии. Звучит он без обработок вот так. Дальше висит кристаллайзер. Дальше реверб. И эквалайзер, просто срезающий низ. Переходим к басу. У нас есть один такой очень длинный паттерн. Но по сути это 5 паттернов по 8 тактов. Основной паттерн у нас идет вот здесь. Дальше все остальное это по сути этот же паттерн, только с какими-то новшествами, с какими-то высокими нотами, с какими-то пробежками, как тут. Ну, по сути, весь паттерн на этом построен. Дальше идет прямая партия хай-хетов. Ничего необычного, просто каждый второй хэт немного тише первого. Дальше идет снейр. Тоже обычный снейр, но его особенность заключается в том, что он прописан не по сетке. То есть он немного мимо сетки играет, из-за этого создается немного грув, кач, который вы, возможно, даже не слышите, но все равно вы его чувствуете. В некоторых моментах здесь прям сильное непопадание в сетку, то есть вот. Как это сделать? Можно или вручную выделять хэты, нажимать Shift и двигать их, точнее Shift-Alt в последней версии FL Studio. Либо же вы можете нажать метроном, кнопку записи, ноты автоматизации и просто сами натыкать ритм, отталкиваясь от того, что вы слышите в метрономе, типа. Дальше мы нажимаем Alt-Q для того, чтобы немного подогнать по сетке все-таки. Я выкручивал где-то процентов на 60, на 70, чтобы плюс-минус было все-таки по сетке, где я не попадал. Дальше у нас идет кик. Обычный кик, абсолютно никаких особенностей, немного подбущенный и в целом все. Дальше идут open хэты. Также тут есть два хэт-лупа, просто для того, чтобы они разнообразили общую картину, чтобы звук был более интересным.
Дальше переходим к сведению. Обработки на первой мелодии мы рассмотрели, дальше идет бас. Вот так звучит бас без обработок. Дальше у нас висит первый перегруз. Дальше еще один перегруз. Дальше идет эквалайзер. Дальше еще один эквалайзер, срезающий стерео на низких частотах. Шейпербокс висит просто для сайдчейна от кика. Как сделать сайдчейн с помощью шейпербокса я показывал в предыдущем видео. Если не забуду, оставлю подсказку. Дальше идут хэты. Вот так звучат без обработок. И вот так с обработками. По сути, сделал просто чуть-чуть жирнее. Срезал низ. И все. Дальше идут снеры. Без обработок звучит вот так. Повесил перегруз, дефолтный пресет в Camel Crusher. В Serum FX просто хайпер с маленьким миксом, чтобы немного расширить. Дальше идет кик, на кике обработок нет, просто здесь идет сайдчейн на бас и все. Дальше идет OpenHead. На OpenHead тоже ничего не висит. Идет первый head-loop. Без обработок он звучит вот так. Здесь использовался transient процессор для того, чтобы убрать хвост от реверба. Просто убираем релиз. Дальше идет перегруз для того, чтобы сделать его более похожим на другой head-loop. Дальше срезаем низ и вверх. И вешаем Serum FX. Здесь тоже немного расширяем и опять немного перегружаем. Дальше у нас идет второй OpenHead, точнее второй head-loop. Без обработок звучит вот так. Вот, прибрал низ, потому что было очень много низа. Прибрал немного высокие, чтобы не так сыпало. Повесил перегруз. Опять эквалайзер после перегруза. Немного расширил. И повесил СУС второй, чтобы удалить неприятные резонансы, неприятные частоты. Вот что он срезает. По сути, все. Дальше. А, нет, еще есть FX, райзер перед дропом. Без обработок он звучит вот так. Шейпербокс 3. Здесь висит FO на панораму 1/16 и FO на 2 бара на расширение по стерео. На этом по сведению все. В целом по биту тоже все. Все, что мог, рассказал. Просто перед дропами стоят райзеры. Где-то меняю опенхеты, где-то одни убираю, оставляю другие. Какие-то ямы, где-то что-то подрезаю. То есть пытаюсь внести какое-то разнообразие. Кстати, чуть не забыл. В течение всего бита драмка похожа на Drum and Bass, если послушать. И в конце идет просто прямая бочка. Вот и все. Вот весь бит. Результат этого бита полный будет на
другом канале, ссылку оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, комментарии. Что там еще можно? Делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо, всем пока.